Здравствуйте! Это видео в формате эпизод, в котором я расскажу про свои продвижения за неделю с 8 по 15 октября. Начну с того процесса, который я вот сейчас положила перед камерой, и про него расскажу. Этот процесс я начала еще вязать весной. Я его начала вязать из двух видов пряжи. Это вот такая вот морской волны и черная. Просто цвет морской волны у меня оказался под рукой с этикеткой. Пряжа это стопроцентный акрил от Alize, называется Шикерим. Тут в 100 граммах 320 метров. Цвет морской волны у нас под номером 212, ну и черный под номером 60. Я вяжу бабушкины квадраты, это будет джемпер из бабушкиных квадратов. И эти бабушкины квадраты абсолютно все одинаковые по цветовому сочетанию. Все вот эти мотивы квадратные, они одинаковые. То есть весь джемпер у меня будет состоять из вот этих вот мотивов, которые называются бабушкин квадрат, но они будут все в одной цветовой гамме, без каких-либо интерпретаций разных. Связано у меня было 16 мотивов. Потом в каком-то недавнем эпизоде я показывала, я связала еще 3 мотива, и они у меня были с незапрятанными кончиками. На этой неделе я достала вот эти мотивы и решила, что все-таки же мне надо заканчивать этот джемпер. Я еще не перехотела его связать, я еще представляю, как он будет выглядеть, и, в общем-то, мне нравится тут все, поэтому я достала эти мотивы и начала потихонечку их вязать. Связала еще один мотив, то есть у меня получается помимо тех 16 я связала 4, и из этих 4 я спрятала в 2 нитки, вот такие вот кончики, и начала навязывать новые. Ну, тут просто серединки связала и пошла вязать дальше. По-моему, где-то у меня еще одна черненькая серединка была, где-то потерялась. Я, по-моему, их 5 связала. Ну, все равно это начало мотивов, я их найду, и я вот так вяжу. Сначала свяжу несколько вот серединок, там 3, 2, 4, потом начинаю вязать вот этим вот морской волны. Все обвязала, запрятала ниточки, потом начинаю опять черным вязать, все обвязала, запрятала ниточки, ну и так до конца всех этих мотивов. Мне почему-то так больше нравится, а не так, что начала один, связала и потом начала второй. Кончики желательно прятать в процессе вязания каждого ряда. Каждого нового ряда присоединяется новый цвет, и, в общем-то, лучше прятать сразу, чем потом, потому что потом это все хуже для меня. Вот, поэтому сразу будут в окончании, да, когда я закончу все эти квадраты, то будет уже чистенький и аккуратненький квадратик, который можно положить в стопочку и продолжать дальше вязать. И не сушить голову, как же мне собраться с силами и запрятать вот такую бахрому на всем джемпере. Кончиков, конечно же, много. И вот лучше их сразу устранять по мере образования. Так, мне кажется, работа и быстрее идет, и с большим удовольствием, потому что когда у меня бы, допустим, вот такая стопка лежала с вот таким количеством кончиков, мне бы, конечно, их прятать не хотелось. А так вот стопочка лежит, аккуратненькие все квадратики, можно их брать спокойно и сшивать. Дальше что я делала? Дальше я вязала свою круглую кокетку. Вот основная работа была сосредоточена на этой круглой кокетке. Значит, я экспериментирую по поводу круглой кокетки. В предыдущем эпизоде я рассказывала, что я начинала эту кокетку вязать с ростком после резинки на горловине. Но мне не понравилось. В общем, в предыдущем эпизоде я это все рассказывала, не хочу повторяться в этом.
Просто мне не понравилось, и я решила перевязать, плюс еще ритм прибавок на круглой кокетке мне немножечко не нравился. Вяжу из вот такой вот пряжи Alize Angora Gold Batik. 20% шерсти, 80% акрила, в 100 граммах 550 метров и номер цвета 1892. Ну, тут по большей мере такие вот сине-голубые цвета, которые разбавлены белым. Вот такие вот они, по большей мере похожи на какой-то такой градиент, чем на какие-то секционные окрашивания. Нравится мне очень сильно этот цвет, но, честно сказать, я с ним много навозилась, поэтому немного подустала и отдыхаю. Что я связала? Связала я круглую кокетку. Вот она у меня. Связала азиатский росток, как я уже говорила, что мне тот росток после резинки не понравился, я связала азиатский. Азиатский у меня 4 или 4,5 сантиметра, я уже не помню, 4,5, по-моему. Ну и довязала до низа изделия и закрыла резиночкой. Резиночку целенаправленно связала, значит, вязала эту резинку на спицах номер 3. Основное полотно на спицах номер 3,5, а вот эту резинку на спицах номер 2,5. Почему? Чтобы она стягивала сильнее. Мне так захотелось, чтобы оно было тут стянуто, ну не знаю почему. Довольно-таки широкая вещь получилась, 48 сантиметров в ширину. Примеряла, ну, честно сказать, без рукавов немножечко непонятно, что оно получается. Ну вот, можете видеть, вот оно сложено. То есть я ничего не делаю, и вот такой росток. Вот. Теперь мне нужно присоединять петли вот рукава, набирать по рукаву и вязать. Мне что-то так подсказывает, что рукав такой будет широкий. Я рассчитывала, что рука у меня будет приблизительно по окружности 30 сантиметров, но, наверное, у меня тут будет все 34, а то и даже 36. Честно сказать, по поводу широких рукавов не имею абсолютно ничего против. Мне даже нравятся широкие рукава. Так вещь на моей фигуре смотрится более гармонично, несмотря на то, что у меня руки очень-очень тоненькие. Ну вот, не знаю, может быть, я хочу компенсировать толщиной рукава недостаток своей толщины руки. Ну, мне кажется, что если я надеваю какой-нибудь джемпер с рукавами, которые вот по телу, хотя тут вроде как есть свобода облегания, то у меня руки кажутся еще тоньше. Поэтому вот я так делаю. Ну и мне кажется, что когда довольно-таки широкий рукав, ну в пределах разумного, конечно же, хотя есть модели и совсем широким рукавом, такой ширины, как и тело, но то уже другая идея, другая концепция вещи. Мне кажется, что когда широкий рукав, в этой вещи более комфортно находиться, то есть двигаться, ходить, носить. А когда рукав по телу, как-то за этим худым тоненьким рукавом тянется вся вещь. Моя мысль, мои как бы размышления, если кому-то нравится худой узенький рукав, ничего не имею против, если комфортно, удобно, то все замечательно. Я считаю, что в одежде красота это, конечно же, да, это хорошо, но в первую очередь это должно быть удобство. То есть если вещь красивая, но в ней жутко неудобно, то зачем она нужна? Лучше, чтобы была вещь менее красивая, но более удобная. И я стремлюсь в своем вязании не совсем к совсем очень красивому чему-то, подиумному, там заумному, замудренному, потому что я эти вещи не надеваю, не стою на подиуме, а ношу в повседневной жизни. А в повседневной жизни и сумки носишь, и куда-то спешишь, куда-то бежишь, двигаешься, поворачиваешься, наклоняешься. Соответственно, это должно быть легкость, свобода движения, простота. В общем, ну, конечно, по поводу этой раскраски я не скажу, что это простота, но все же, как я еще раз скажу, что я
стремлюсь к удобству в вещах, которые я вяжу для себя. Поэтому я очень много уделяю внимания всем деталям, поэтому я очень долго эти детали прорабатываю, чтобы, ну, вещь не только легко делалась, но и легко носилась. Потому что, ну, как я еще раз скажу, что я вещь надеваю, вяжу не для того, чтобы надеть один раз. Я вяжу для того, чтобы носить. Вот. Такая вот у меня работа. Ушло сюда моток, ну, где-то 1,5 мотка. Не знаю, сколько тут осталось. Ну, тут у меня я брала из этого мотка, потом, ну, предыдущую кокетку я вязала, потом наматывала, поэтому не знаю. И почему я не вязала еще рукав, тут нужно подбирать цвет секции, да, чтобы дальше шло как вот по ходу. Но опять же таки, на теле секции большее полотно, да, шире, больше петель. Соответственно, секции короче получаются. На рукаве петель будет меньше, секции будут длиннее. И я думала, то ли резать нитку, ну, допустим, вот такой ширины секцию на рукаве связала, нитку отрезала, потому что на рукаве секция, скорее всего, будет в 2 раза шире. Вот этих всех цветов. То ли резать нитку, то ли продолжать вязать, и рукав будет не такими узенькими полосочками, а более широкими. Ну, скорее всего, я резать не буду, потому что, ну, как бы 1,5 мотка осталось, а вдруг не хватит. Все-таки 2 рукава еще. Поэтому, в общем-то, я думаю, что, скорее всего, у меня будут рукава более широкими секциями. К тому же, вот здесь вот я вязала росток, да, тут вот на спинке такая широкая, это полоса на ростке, а по передней части она совсем узенькая. Это уже выбилось из общей картины вот этих вот секций. Ну, то есть сбилось оно из ритма. Ну и, в общем-то, я думаю, если уже оно сбилось, то рукав тоже будет такой какой-то намешанный. Главное, что общая концепция цвета сохранится и будет джемпер. Потом уже, когда я свяжу этот джемпер и мой эксперимент мне принесет удовлетворение и то, что я хотела от этого изделия, то тогда я уже буду еще больше экспериментировать. И у меня уже в задумках кокетку связать крючком, основное тело спицами, и кокетку одним цветом, тело спицами, и со швами, и без швов. В общем, только нужно связать рукава. Вот. И посмотреть. Если, конечно же, мне не зайдет круглая кокетка, то я дальше не буду экспериментировать. Я буду подбирать секцию. Скорее всего, я секцию возьму из нового мотка, потому что если я буду от этого отматывать, то мне это надо отмотать, вот если исходя из логики, да, этих, вот тут вот лучше видно. Вот это вот идет белое сейчас оно у меня, да, потом голубое, потом синее, а потом вот такое вот какое-то что-то сине-серое, потом темно-синее, а потом опять сине-серое. То есть у меня уже на сине-сером оно, то есть мне надо темно-синее отмотать. А тут еще, ну, довольно-таки много. Это вот столько мне надо отмотать. Это вот по, ну, где-то половину того, что у меня есть, может, чуть меньше. А тут, в общем-то, в принципе, вот он уже сразу этот цвет идет. Поэтому, скорее всего, что я буду брать из нового мотка. Просто не хочу вот это вот все нарезать, чтобы были какие-то огрызочки, а потом из этих огрызочек что-то лепить. Вот уже есть новый. Так и сделаю. Ну и да, я длину, в принципе, я связала такую, как я хотела. Немножечко меня расстраивало то, что я переживала, что я остановлюсь на белом цвете, на вот этом вот. И я не хотела заканчивать вязание белым цветом. Почему? Потому что по правилам, я даже не знаю, как это сказать, но мы все знаем, когда надеваешь темное, тело кажется меньше. Когда надеваешь светлое, то тело кажется шире. И если, допустим, большая грудь, и на эту грудь надеваешь светлую полосу, то грудь кажется еще больше. Если грудь маленькая, и на эту грудь надеваешь темную полосу, то груди вообще нет.
Соответственно, ну, как бы это получается полоса как раз на бедрах. И если тут светлое, то бедра будут казаться еще больше. Да, с моим 48-килограммовым телом это не страшно. Но у меня самая широкая часть тела — это бедра. И мне бы не хотелось его делать еще шире визуально. Поэтому как бы я немножечко по этому поводу переживала. Ну, как бы мне кажется, все удачно закончилось. Не совсем белое такое, ну такое, как припыленная. И плюс я еще связала очень такую хорошо пружинящую резинку, которую можно подтягивать на тело чуть выше бедер. Вот. Да, тоже много рассказываю про этот джемпер. Зачем? Ну, может быть, кому-то это интересно. Вот такая вот у меня еще работа. Да, рукава буду вязать долго, потому что, ну, как я уже сказала, и подбирать, и я не люблю вязать рукава по кругу. Вот если поворотным вязанием, не вопрос. У меня рукава вяжутся очень быстро. Если же по кругу, это метод Magic Loop. Не знаю почему, но мне не нравится. Но все равно я буду его вязать. Была мысль вязать сшивным, но не хочу. Потому что здесь еще азиатский росток, тут тоже нужно как-то это все, чтобы посмотреть. В общем, тут еще на рукавах мне придется поработать, поэтому это будет не скоро, ну точно. Ну, хотелось бы побыстрее это все закончить, потому что, ну, во-первых, интересно, как это все будет смотреться, а во-вторых, ну, как бы уже можно и носить. А дальше что я делала? Дальше я немножечко занималась переделкой своего вот этого вот пушистого джемпера, который показывала не так давно. Да, вот этот вот красненький начес немного еще есть. Но ничего страшного, я думаю, что он все-таки вылезет со временем. Значит, джемпер из белого мохера, регланом сверху, простой, базовый, ничего такого сверхъестественного, что мне не нравилось. Я его показывала в предыдущем эпизоде или на эпизод раньше, в общем, не помню. Значит, там были длинноватые рукава, и меня они, ну, как бы немного напрягали. И плюс меня напрягала резинка. Вот, можете посмотреть, как резинка смотрится. Резинка 1 на 1. Это вот на горловине она такая. Мне она очень не нравилась. И я решила сделать вот такую вот имитацию подгиба. Это вот на рукаве, на одном, на втором. И на низе изделия я тоже так сделала. Мне тоже так захотелось. Ну, мне нравится, как это получилось, как я это сделала. Ну, естественно, оно не как резинка, оно такое плотное. Я хотела еще здесь так сделать, но если бы я сделала вот так вот плотно, которая не тянется, то у меня бы не пролезла голова сюда. Думала тоже эту резинку отрезать, выпороть и связать тут рулик, но так как это мохер, то этот бы рулик у меня уехал бы на плечи, поэтому пока что оставила резинку. Но есть еще такая задумка, что связать рулик, ну, то есть рулик это вот лицевой гладью просто, оно так вот будет заворачиваться, и под руликом проложить крючком тамбурный такой тамбурный шов, да, вот эти вот стежки тамбурные крючком, чтобы немного стабилизировать, чтобы оно не уехало на плечи. Ну, пока что я на это не замахнулась, я хочу еще порассматривать, как это будет. И если действительно мне будет не нравиться, а мне, ну, правда не нравится вот эта вот резинка, ну, в мохере, да, она так, ну, тут не совсем мохер, тут вспушенная альпака с мохером, но все же. В мохере оно так и есть, что вот такое вот оно какое-то немного неровная эта резинка. И как бы она совсем не резинка, но тут я делала болгарский зачин, чтобы меньше петель набрать и при этом пролезла голова. Он более эластичный, чем просто наборной край, длинный хвост. Вот, и я делала вот это вот. Как я это делала? Значит, ну, естественно, я распустила ту резинку, которая мне не нравилась. Потом на рукавах я немного подраспустила полотно, потому что рукава были длинные. На низе изделия я не распускала полотно, меня длина устраивала. Потом я подняла те петли, которые тут были, удвоила количество петель. То есть из одной петли я связала 2. Вот этот ряд, из одной петли я связала 2.
с каждой петли. И вот таким вот образом я удвоила количество петель. И начала вязать это вязание полой резинкой. То есть полая резинка по кругу — это петля лицевая, вторая петля мы снимаем нить перед работой. Лицевая, вторую петлю снимаем нить перед работой. И так по кругу. Дошла до конца начала ряда, вяжу изнаночную, лицевую снимаю, нить за работой. Изнаночная, лицевую снимаю, нить за работой. И так я связала 10 рядов. Ну, то есть получается 5 рядов по лицу, поэтому, да, и 5 рядов по этому, но в общей сложности это 10 рядов. И потом последний ряд я закрыла. Каким образом закрыла? Вот это вот я ж удвоила петлю, тут их 2 получается. Потом я эти 2 петли вместе провязала лицевой, следующую провязала вместе лицевой и эту перекинула через вот эту, вот, ну, как обычное закрытие. И так до конца ряда. 2 вместе, ну, то есть из двух. Из одной я сделала 2, а потом из 2 сделала 1. И закрыла, перекинула. И таким вот образом я сделала тут. Оно, конечно, очень такое стабильное, но рукав такой широкенький получился. А низ изделия, ну, такой, ну, как бы я залазю, все нормально, ничего нигде не сдавливает. Ну, такой вот он стабильный такой. Результатом я довольна, и теперь я могу спокойно носить этот джемпер. Я покажу, наверное, где-нибудь вот здесь вот на экране вставлю видео такое коротенькое, как он смотрелся на мне. Там совсем несколько секунд покажу, чтобы можно было посмотреть, какая резинка была. И потом на противоположной стороне я поставлю, как этот джемпер смотрится на мне сейчас вот уже с таким вот обрамлением рукавов и низа изделия. Честно сказать, мне это нравится намного больше. И вот почему я не додумалась до этого раньше, я не знаю. Ну, как говорится, что все приходит в процессе работы. То есть я особо сильно не часто работала с махером. И как бы я знаю, что вот так вот он смотрится в резинке, но вот как-то почему-то я не думала, что можно сделать вот что-то в виде вот такого вот. Почему я не сделала, что вот просто бы подняла петли, связала бы на 2 величины, потом бы подогнула бы и подшила бы. Нитка махеровая, я сейчас ее покажу, она очень-очень пушистая, вот у меня остатки. И как бы шить такой ниткой, ну это еще удовольствие. Поэтому я пришла к выводу, что лучше сделать так. Вот такая вот работа. Заняла, конечно, очень много времени, потому что он махер, он путается. Вот здесь вот еще оно после стирки выровняется, но нитки не выровнялись, вот эти вот все, где-то торчит, где-то не торчит. И, ну, как бы аккуратненько надо следить, смотреть, потому что все-таки, ну, такая вот работа. И потихонечку я это все сделала. Ну, рукава я сделала быстро, а вот низ, конечно, тут петель много, и, ну, как бы надо следить, чтобы какой ряд вяжешь, чтобы не пойти неправильно. Вот такая вот работа у меня была. Ну и еще одна работа, которую я с трудом завершила, скажу честно. Но все же таки завершила. Еще, конечно, нитки запрятать. Но я их запрячу после стирки. Я хочу постирать эту вещь и посмотреть, как она себя ведет. Еще говорила в предыдущем эпизоде, что меня как бы резинка внизу смущает немного. После примерки она меня также смущает, поэтому, возможно, я еще эту резинку перевяжу. Горловину я сделала вот так. Я ее прикетлевала с лица. Вот изнанка. И тут были у меня петли, но я показывала в предыдущем эпизоде, что у меня было связано 4 сантиметра. Я еще довязала 2 сантиметра, а потом эту полотно это с открытыми петлями подвернула и прикетлевала. Вот так это все получилось. Кетлевать, конечно, было проблемно, потому что нитка... Вот, показываю, что горловина такая, вот она кажется маленькая, но она такая хорошая, растягивается. Нитка, я сейчас покажу, какая нитка. Вот такая. Merino Gold Madame Tricoté, 400 метров в 100 граммах, 49 шерсти, 51 акрил.
Номер цвета 138. Рекомендуют спицы 4-4,5. Ну, конечно, это они пошутили. Крючок номер 2, 2,5. Хотя 4,5, может, это какой-то палантин, не знаю, ажурный. Вот, я вязала вот этот вот джемпер регланом снизу вверх по кругу. Я вязала на спицах номер 2,5 все полотно, резинки вязала на спицах номер 2, и эту тоже, а внизу я вязала на спицах номер 2,5, но я набирала тут меньше петель на 20 штук, то есть 10 петель меньше впереди и 10 петель меньше на спинке, а потом я их после резинки прибавила. Но резинка мне не нравится, она не какая-то такая, тут вот такая резиночка, она хорошая, а тут какая-то, ну, такая. Вот, поэтому, может быть, я ее еще перевяжу именно из-за этого. И на том количестве петель, которое тут есть, тут у меня, по-моему, 276 петель, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, где-то в таком районе, плюс-минус, там, я не знаю, сколько петель, могу ошибаться. Ну, это давно было, я месяц назад его начала, и, соответственно, я уже почти не помню. Свяжу на таком количестве петель, которое вот здесь вот есть на лицевой глади, а это я просто отрежу. Вот здесь вот где-нибудь подцеплю ниточку, выпарю и привяжу. Ну, опять же таки, после стирки и после примерки. Горловина, конечно, совсем возле шеи, несмотря на то, что, ну, как бы она такая широкая. Ну и не должна была бы быть так, но как-то то ли плотность у меня изменилась. То есть тут вот была одна плотность, а вот тут вот, где реглан, у меня плотность прям совсем очень такая плотная. Прям тут даже полотно видно, оно какое-то такое более жесткое, чем вот здесь. И тут я парила, и тут я парила. Ну вот думаю, что стирка что-то таки сделает. Умягчит. Ну, а если не умягчит, в принципе, по размеру-то, ну, не совсем комфортно, когда горловина совсем очень близко прилегает к шее. Плюс еще она, ну, такая объемная получается. Я вот думаю, что, может быть, надо было бы какой-то вот здесь вот как-то вот как перегиб связать. Ну, уже не связала и не свяжу, потому что отпарывать кетлевку я не буду. Если все хорошо, ну, как бы по размеру, я кетлевку, вот ниточка от кетлевки, отпарывать не буду. Ну, если, конечно же, не так по размеру, то тогда придется. Ну, я не думаю, что придется. В общем, вот тоже доделала. Долго тоже я кетлевку эту делала. Почему тяжело я начала рассказывать и не дорассказывала? Потому что нитка, во-первых, конечно же, тонкая. Я сейчас на светлом. Ну, это тут у меня распущено. И вот она что делала. Она вот так вот расслаивалась. И петелечки маленькие, потому что спица номер 2. И вот это вот она еще расслаивается. Очень сложно найти, куда вкалывать. Вот она вот так вот лежит. И попробуй найди. Бывало так, что я расслаивала нитку иглой, потом видела, что я расслаивала, я распускала, перевязывала. Ну, в общем, ну, не перевязывала, перешивала. В общем, ну, такая нитка мне совсем она что-то не зашла. Хотя я с такой ниткой работала, именно Мадам Трикоте, вот это Merino Gold 400, и мне она так понравилась. Я тоже вязала регланом снизу вверх свитер, да, вязала свитер для сына. Она и не такая колючая была, сейчас такая колючая. Ну, может быть, еще колкость от номера цвета зависит. То есть там что-то колкое, что-то не колкое. Ну, какая-то она совсем другая была. Это какая-то худая такая нитка. Ну, в общем, не знаю. Может быть, я уже избалованная разными видами пряжи. Поэтому мне она кажется хуже. Может быть, мне просто, ну, как партии же разные, да, в разных партиях она может быть разная по качеству, мне такая попалась. Ну, в общем, что-то я с этой ниткой не совсем подружилась. И вот так.
Почему лицевой гладью связала? Ну, потому что базовый джемпер получается. Ненавязчивый, и его можно везде сочетать и везде носить. Вот и все. Без узоров. Я почему-то как-то в последнее время не хочу узоры. Мне кажется, вот эта вот лицевая гладь, это самая-самая ходовая вещь. Плюс оно не толстое, оно такое вот. Вот и вся моя работа за эту неделю. А на этом я свой рассказ буду завершать. Если вам было интересно это видео, ставьте лайк. Если вам интересна моя компания, подписывайтесь на мой канал. А мы с вами увидимся в следующих видео. До свидания.